Рассуждения о роли образа Петербурга в романе «Преступление и наказание» давным-давно стали особым местом, в том числе и рассуждения о его мистической роли. Поэтому мы оставим все предисловия и сразу займемся важным вопросом, важным для нас. Почему Свидригайлов застрелился именно там, где он застрелился? А для того, чтобы это выяснить, нужно проследить его путь, начиная от вечера, когда он приходит на угол Третьей линии и Малого проспекта в дом своей юной невесты, внезапно обнаружившейся, и отдает ей оставшиеся деньги, и отсюда уходит в свой последний путь. С высокой вероятностью мы можем сказать, что стоим во дворе как раз того дома, откуда Свидригайлов и вышел, около полуночи. Полуночи Свидригайлов оказывается на Тучковом мосту, который выглядел немножко не так, как сейчас, но тем не менее вот на этом самом мосту, и, судя по всему, раздумывает, не утопиться ли. Он начинал дрожать и одну минуту с каким-то особенным любопытством и даже с вопросом посмотрел на черную воду Малой Невы, но скоро ему показалось очень холодно стоять над водой. То есть по каким-то соображениям, пока нам неизвестным, Свидригайлов отвергает такую возможность самоубийства. Он не хочет топиться, он идет за чем-то другим. Свидригайлов проходит весь Большой проспект насквозь, от Тучкового моста до самого конца. То есть это примерно современная площадь Льва Толстого. И где-то в этом месте находит гостиницу, которую он приметил ранее. Вероятно, дело в том, что эта гостиница какой-то особый мистический пункт, может быть, пропускной пункт между этим и тем миром. И там должен произойти его первоначальный контакт с потусторонним миром теней. Свидригайлов готовится к встрече с призраками. Он даже ждет появления Марфы Петровны, его покойной жены, ведь она являлась ему уже неоднократно. Но появляются другие призраки, о которых можно сказать, что это призраки его подсознания. Они появляются во снах. Свидригайлов видит 3 сна, которые описаны как реальность. Но эти сны, в которых он переходит из одного в другой, эти сны показывают нам какого-то совсем другого Свидригайлова. В жизни Свидригайлов относится к преступлениям с холодным цинизмом. Но Свидригайлов во сне сострадает несчастным, возмущается порочностью маленькой девочки, то есть ведет себя так, как будто он Раскольников. Свидригайлов выходит из гостиницы, и похоже, что он точно знает, куда направляется. Ему мерещились высоко поднявшаяся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты, и, наконец, тот самый куст. Тут надо остановиться и вспомнить, что об этом кусте Свидригайлов сегодня уже думал. Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский. Там где-нибудь выберу большой куст, весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть, и миллионы брызг обдадут всю голову. Правда, думал во сне. И это значит, что между сном и явью для Свидригайлова нет большой разницы. Граница его личности вообще размыта. Сам ли он принимает решение застрелиться? На наш взгляд, это решение ему навязывают Раскольникова. Родион Романович задает ему прямой вопрос: «А вы могли бы застрелиться?» И в тот же день Авдотья Романовна стреляет в него из пистолета, который у него же она когда-то и украла, и затем этот пистолет остается хозяину. Ясно, что мистик Свидригайлов может воспринять это именно как прямые указания судьбы. Поэтому он и не топится, и не кидается в воду Малой Невы с Тучкового моста. Но откуда у Свидригайлова видение Петровского острова и того самого куста? Вспомним сцену из первой части романа. Он пошел домой, но, дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении и сошел с дороги. Вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул. Под ясно представляемым сейчас Свидригайловым кустом когда-то уже спал Раскольников. Но как мог узнать Свидригайлов об этом сне? Никому о своих безобразных снах Раскольников не рассказывал, и в то время Свидригайлова в Петербурге не было.
Получается, что между героями возникает какая-то не очень объяснимая связь. По крайней мере, она никак не объяснена, кроме некоторых намеков. Первый из этих намеков делает сам Свидригайлов, когда они впервые знакомятся. Он входит в комнату Раскольникова в то время, как тот спит. И через некоторое время, когда у них завязывается разговор, Раскольников просыпается, Свидригайлов говорит, буквально в первые же минуты их общения: «Не сказал ли я вам раньше, что между нами есть общая точка?» Раскольников с возмущением отвергает эту идею, а между тем общая точка какая-то есть, намек уже сделан. И впоследствии Свидригайлов говорит еще одну фразу. «Вот я как вас увидел, — говорит он Раскольникову, — так подумал, вот тот самый и есть». Не поднимая сейчас очевидную тему двойничества, скажем только, что в реальности, в художественной реальности романа, Свидригайлов появляется именно как бы из сна Раскольникова. И сон этот, напомню, о старухе, которую Раскольников убивает, а она никак не умирает. То есть это один из тех снов, которые начинаются как реальность, а заканчиваются фантасмагорией. Именно такие сны в своей гостинице в последнюю свою ночь видит и Свидригайлов. Все эти детали подсказывают единственное приемлемое решение. Свидригайлов – это персонаж из раскольниковских снов. Он возникает из сна о неумирающей старухе и в конце романа направляется в сон о Миколке и лошади. Но стоп! Если представить, что Свидригайлов дошел до этого сна, то кольцо раскольниковских снов замыкается, и никогда уже ему не избавиться от этого страшного внутреннего двойника, и ни о каком воскресении в эпилоге речи бы уже не шло. Послушный сюжету Свидригайлов не доходит до Петровского острова. Увидев каланчу съезжей части, здесь, кстати, и сейчас часть МЧС, но каланчи уже нет, она не сохранилась, он сворачивает сюда и, увидев дежурного пожарного, застреливается примерно в той точке, в которой мы сегодня стоим. Наверное, есть какая-то высшая справедливость в том, что как раз напротив той съезжей части, около которой застрелился герой самого психоаналитического романа мировой литературы, открыт институт психоанализа и музей сновидений Зигмунда Фрейда. Хотя Зигмунд Фрейд тут, наверное, ни при чем. Ведь когда Свидригайлов застрелился, ему не было и 10 лет.